Всем привет! Мы уже очень близко подошли к тому, чтобы начать деплоить наше приложение, и я хочу реализовать следующую затею. Сейчас у нас для того, чтобы запустить наше приложение, нужно два процесса. Один процесс — это сам по себе бэкэнд, да, Node.js приложение, а другой процесс — это какой-то процесс, который будет раздавать наше веб-приложение. Да, в итоге оно билдится, в HTML-файлы, но что-то должно его раздавать. И я планирую деплоиться на Heroku, и там такие вещи обойдутся вам в два инстанса вашего приложения. Одно для фронтенда, другое для бэкенда. И это не очень удобно, потому что это будет в 2 раза дороже, хоть Heroku, в принципе, очень дешевый, но все равно. Лучше, чтобы это был один процесс, и чтобы наш бэкенд сам раздавал наш сбилженный фронтенд. Вот, это первая затея, да, чтобы сократить стоимость на деплой. А во-вторых, мы сможем тогда env переменные веб-приложения передавать с бэкенда. Вот, и это тоже важно, потому что, по факту, фронт очень зависит от того, к какому бэку он подключен, и пускай бэк этот фронт и раздает. Вот, ладно, такая у меня затея, давайте ее реализуем. Вот, нам нужно сейчас поработать с бэкэндом таким образом, чтобы он начал раздавать наш сбилженный фронтенд. Так, давайте в папке lib создадим файл surfwebapp.ts с вот таким вот содержимым. И давайте его разберем. Ладно, давайте применим его, и станет понятнее, в каком вообще контексте это будет существовать. Я хочу, чтобы после того, как раздался TRPC, у нас раздался фронтенд. Передаем сюда ExpressApp и импортируем. Хорошо. Теперь можем разобрать наш код. А когда мы вызвали apply_surf_app, нам нужно найти папку с дистрибутивом нашего фронтенда. Да, вот эту вот папочку, /dist. Причем надо помнить то, что она может искаться, грубо говоря, как и при разработке, так и будучи сбилженной уже вот здесь вот. То есть однажды этот файл запустится вот отсюда, да, и пойдет искать dist, там, webapp и так далее. Хорошо. Давайте это сделаем. Как мы должны найти наш dist? Смотрим эту функцию. Передаем сюда dirname. Здесь с dirname будет, в данный момент, вот конкретно вот эта папка lib. Все, папка lib попала сюда. Говорим, что, возможно, это dist_dir. Проверяем следующим образом. Если в этой папке есть webapp/dist. Хорошо. Потом, это вот мы предположили, что есть такой путь, да, в папке /lib/webapp/dist. Check file exists. Вот здесь есть вот такая вот штука для того, чтобы проверить существование файла с использованием fs родного Node.js-овского. Вот, выглядит она вот так. Хорошо. Проверили существование файла. Если он вдруг есть, то мы говорим то, что, все, мы ее нашли, вот она, это реально и есть. Потом, если все-таки это не она, смотрим, не ударились ли мы об корень. Если мы ударились об корень, возвращаем null. Если еще об корень не ударились, возвращаем папку, в которой лежит эта папка. И опять начинаем этот поиск. То есть посмотрели в lib, посмотрели в src, посмотрели в backend, вышли наверх и уже увидели webapp_dist. Вот, и здесь будет то же самое, когда здесь окажется dist. Хорошо. Дальше нашли папку. Вот. Если мы ее все-таки не нашли, а мы находимся в продакшене, то, давайте грубую ошибку выставим и скажем то, что все плохо, и прям при запуске бэкэнда у нас бэкэнд упадет, и это нам так и надо. Мы должны знать, что у нас webapp не раздается. Вот. А если все-таки это, не продакшн, то тогда просто в логе давайте выкинем ошибку, что мы не нашли эту папку. Хорошо. И выйдем из этой функции. То есть в любом случае, если мы не нашли, мы отсюда уходим. Если мы нашли, мы ищем наш HTML-ник. Да, давайте посмотрим на наш HTML-ник.
Это просто index.html файл. Вот он такой. И он, в принципе, отвечает за раздачу всех абсолютно наших уже JS, CSS и так далее. То есть, когда к нам обращаются по какому-то URL, нам главное вернуть index.html. Причем неважно, на какой странице мы находимся, хоть мы вот здесь, ID с ID, хоть мы вот здесь, хоть мы здесь, всегда раздается один и тот же index.html. То есть, если посмотреть page source, то на любой страничке будет просто index.html. Все остальное делает уже JS. Поэтому при любом запросе нам просто нужно выдавать index.html файл. Хорошо, вот мы его нашли в этой папке, этот index.html, и взяли его контент. То есть это буквально контент этого файла. А потом мы говорим, что мы хотим также через Express раздавать всю статику. Статика — это что? Статика — это, опять же, все, что лежит в папке dist. Потому что, вот видите, у нас index.html ссылается на некий /asset/ index.js. И вот этот файл. То есть вот эти все файлы нам нужно точно так же раздавать просто из папки dist. Хорошо, все, и раздаем все вот эти вот файлы. Единственное, что нужно прописать, что индекс false, чтобы если вдруг запрашиваем по прямому пути, он не выдавал нам этот индекс.html файл, а чтобы мы его отдавали сами. Потому что, как я и говорил, в будущем мы там еще и env переменные пропишем. Так что я хочу отдельно раздавать наш индекс HTML вообще по любому URL, кроме тех, которые являются статическими вот этими вот файлами. Так, мы это добавили. И теперь мы можем это опробовать. Так, вот у нас есть backend, PNPM, BDev. И давайте еще сбилдим наш фронтенд. PNPM в build. Угу. Так, он пока билдится. И мы тем временем перезагружаем наш бэкэнд на всякий случай. Ладно, и у нас бэкэнд по адресу 3000. Так, и давайте посмотрим, что этот у нас endpoint возвращал раньше. То есть сейчас мы не будем сервить WebApp. И посмотрим, что будет, если мы зайдем на localhost 3000. Так, localhost 3000. Мы на бэкэнде не объявляли никакого роута, который бы был по этому пути, да, просто слэш, и поэтому ничего не отобразилось. А сейчас мы возьмем и включим нашу сервилку. И вот мы опять же на бэкэнде обновляем страничку и видим наш фронтенд. Сейчас все работает, потому что это JS переключается. Важно, чтобы, когда мы сейчас обновим эту страничку, нам все равно вернулся наш индекс HTML. Отлично. Нам все равно возвращается наш индекс HTML. Это то, что нам было нужно. Логично встает такой вопрос. Конечно, вот сейчас в разработческом режиме у нас это получилось. Но если мы сделаем PNPM B build и сбилдим еще наш backend, момент. Так, нам надо будет сейчас просто убедиться, что из сбилженного бэкэнда этот WebApp тоже находится нормально. То есть чисто технически этот файл будет запускаться отсюда. Вот из lib surf WebApp, он поищет здесь папку WebApp, здесь папку WebApp, выйдет до сюда, увидит WebApp, но он же там будет искать не просто папку WebApp, а WebApp/dist. Да, и здесь в WebApp/dist нету. Вот эта папка WebApp оказалась в дисте бэкэнда только потому, что мы вот эти вот вещи отсюда импортируем в бэкэнд. И это на самом деле все билд самого бэкэнда. Поэтому здесь этот цикл не закончится, и мы пойдем выше. Мы выйдем сюда и все равно найдем наш оригинальный WebApp. Все, мы сбилдили бэкэнд, и давайте попробуем запустить его в продакшн режиме. PNPM B-Start. То есть теперь мы раздаем уже сбилженный бэкэнд. И надо убедиться, что там по-прежнему отображается наш сбилженный фронтенд. Хорошо, хорошо, очень хорошо. Так, супер. Мы теперь раздаем все наше приложение, включая и бэкэнд, и фронтенд, с одного процесса. Всем спасибо. Можем двигаться дальше.